здравия и ума желаю всем слушателям. Эзера Литовский Presents дарит новый цикл рассказов о Зазеркалье из рубрики «Ничего себе». Опять иду по джунглям, засекая ловушки и волчьи ямы вражин. А может, закон от Эзера поможет? Ну, сами знаете, первый. Хорошо, попробую. Слушайте, египтяне-исламисты, первый закон от Эзера. Картинка банана не есть банан. Ну что, граждане тунеядцы, хулиганы, алкоголики, кто хочет поработать? Стандартно начну видео с некого эпизода фильма, на сей раз об войне с Японией. Меньше фильмов про войну с Японией. Самое главное — это Германия. Чужие деньги, все за деньги. Война, отчуждение, воровство. Все это Германия. Когда в себе это побеждаете и берете Берлин свой, энергетику, налаживаете связь со своим аватаром в сервере, убираете блокирующие связь драйвера, зверей своих, эмоции эгоистические, гитлеровские желания, дальше уже другой враг ожидает. Япония. Что такое Япония, есть видео. Если кратко, это паника, это все, большинство, и это сонливый глаз. Я бы еще добавил «я господство» от слова «господин». Это очень ясный признак иуды, эгоизма. Это по сути про зомби-состояние, которое наступает с Германией. Подхватили шекельную болезнь, заснули, умерли, отключили мозг и в Японию летели надолго. Через концлагерь смерти Дахау и Освенцим. Это уже про внешних врагов, которых надо побеждать. Это окружение дураков спящих, которые наводят панику своим большинством, своим эгоизмом, своим желанием быть выше. Хоть чем тебе оказаться выше, хотя бы количеством шекелей. Записей в экране, значит, картинки банана. И чтоб ты поклонялся и лизал жопку им, оказывал разные им услуги. По присмотру их кошечек и котят, по стрижке ихней лужайки, по развозке им жратвы, пока не таращатся в экраны. Это сидит не только в откровенных вампирах. Вампиризм он массово разошелся. Все любят быть вампирами за чужой счет. И добрыми они могут быть только за чужой счет. Вон как популярны те записи разные о помощи каким-то раком болеющим детям и голодающим детям в Украине. Это мошенники, это джуз. Ну, это и пример, как кто-то якобы делает добро за чужой счет. В сути своей это вот такое. Хотя это просто развод дураков на шекели. Дураки они ведь добрые у вас. Убьют дитя малого, травят наркотой и за добро это принимают. Шекели ведь получили. Это же добро для зверюги ихнему выводку. А потом еще этот шекель. Часть шекелей отправили вот за экранные, значит, на помощь голодающим, там, на помощь бедствующим в войне. А то, что они этот шекель добыли, значит, убийством и калечением и отравлением своего ближнего, так это уже это не зло, это добро они делают. И так у вас, да? Добро, понимается. Ведь, наверное, уже понимаете, как работает страх. Он работает по большинству. Дураки не трусливы. Они своего бога разума не имеют и смотрят на окружение. А когда того окружения нет поблизости дурацкого, они смотрят в экраны. Чего же им скажут козломордые? Скажут бежать и побегут славные великопобедители по разным конурам и дыркам, да в пещеры и подвалы. Да, убежище, бомбоубежище, вот. Что вы там найдете, я не знаю. Свою смерть только. Никому вы нигде не нужны. Если не можете у себя устроить человеческую жизнь, вам это устроят так, как вы этого достойны. По дури вашей вам и воздастся. Вон смотрите, как это показали в фильме «Груз-200». Это как иллюстрация моей мысли, что по дуре вашей вам воздается. 87-я квартира, 4-й этаж. Вперед.
Ломай. От вас сигнал? Там они. Всем встать! Это моя квартира. Я в свой выходной гуляю с друзьями. На свои заработанные. Имею право. Встать всем, я сказал! А что вы вообще здесь делаете, а? Кто мне там дверь открыл? А ну пошли отсюда, все нахер! На выход. Оформи оказание сопротивления. А если вякнешь, мы его до смерти забьем. Какое зверье так и содержат? Неужто вы против того, чтобы преступников держать в жесткой изоляции в строгих условиях? Типа шаг вправо, шаг влево, расстрел. А когда преступников, то есть больных на голову множество, как тогда? Что с этим больным контингентом делать? Под конец Иисуса СССРовича ведь все такое повылезало, с ними по-человечески, им суды дружеские устраивали, цацкались, а они в такое превращались. Так что все, что происходит, принимайте как наказание, как должное. За что, спросите? Давно отвечал. В мультике вам ответили. За невежество, за лень и за незнание родного языка. Все это приводит к плачевным результатам великопобедителей и не только. Поскромнее бы быть. И с Богом дружить, а не с дьяволом. Вон Баширов с дьяволом на одной ноге, походу, и был в фильме, но на того дьявола нашелся еще злее дьявол. Или как думаете, демонов и бесов изгонять и истреблять? А их тут видимо-невидимо. Их легионы, а солдат мало. В солдаты никто не идет. Сам демон или боится демонов. А страх это то, что надо, это то, что тоже из сферы обмана. Страх это низкая энергия, и это обман. Он вас обманывает, убеждает чего-то не делать, что надо было бы делать. Это дьявол всегда шепчет на проводе у вас. Бог говорит просто: будь храбрым и сильным. Все. И также говорит: иди прямо, не поворачивай ни влево, ни вправо. Вот отсюда и есть то высказывание: шаг влево, шаг вправо, расстрел. А это просто переводится, больные египетские. Расстрел — это шизофрения, шизен. Если начинаете отклоняться от своего заданного курса, вилять, от своего настоящего «я» уходите, божественного «я», вы сходите с ума. У вас появляются миражи, параллельные миры с шекелями, да наркотой, да демонами и бесами. Ой, там весело. Это и есть расстрел. Но для дураков и больных это по-другому объяснено и показано, что боялись хоть так. Да и по-другому слабоумные не поймут. Иначе насколько это серьезно. Ведь дураку расстрел это еще как-то делает впечатление, что смерть там какая-то, значит, будет страшно. А скажешь, что сойдешь с ума или шизофрения появится, дураку-то от этого не понять, он и так дурак. Ему сойти с ума больше никак не страшно уже. Так что все тут ясно и понятно, почему исчез Иисус СССРович. Зверье не соответствовало той системе. Это был мягкий режим колоний и поселений, а контингент рецидивисты закоренелые, бандиты, воры, жулики, убийцы, жиды, одним словом. Не русские, не литовцы, не грузин, а жиды. Им те названия не нужны. Они знают, кто они такие. Ихняя родина Израиль. И ту родину они возят с собой всюду, как и ад. Его жиды возят с собой. Куда бы ни поехали, они там устроят ад. Сами подумайте, если вы не будете держать этот контингент за колючей проволокой и морить беспощадно на каменоломнях, они вам что устроят? Правильно, они вам устроят то, что показали и устроили в 90-х, когда дали амнистию всем. Свободу дали. У нас очень показательно было показано. Снесли все за 5 лет почти, как огнем прошло, ядерным и адовым тем самым. Это как-то поврежденная установка в фильме «Пассажиры». Чинить надо, то есть лечить больных на голову.
Да, я понимаю, что не все такие были, как показали в «Груз-200», но там показали весь срез общества. Посмотрите тот фильм. Все типажи и прослойки показаны, и весьма точно. Как такое может жить под крышей любви и милосердия? Это парадокс и оксиморон, это противоречие. Это революционная ситуация, когда низы не хотят жить по-старому, а верхи не могут уже тоже совладать с низами. Вот и накрылось медным тазом. И дальше все тоже идет по плану и по, можно сказать, лечебному плану ада. Какие сигналы и мысли будете показывать, будете восставать из мертвых и начинать разумную жизнь, получите благословение. Если нет, и будете великопобедителями и великоцивилизованными, будут бить дальше и, наверное, убьют совсем. По-моему, уже показывают внятно, что здесь будет жить. Это территория ислама и Средней Азии, нашествие монголов. Настоящих уже. Вы и сами уже как монголы, но вам покажут Кузькину мать настоящую, припомнят вам историю, которой вы не учили. За что казнь? За невежество, за лень и за незнание родного языка. А вот что хотел показать из того фильма про войну с Японией. Фильм, кстати, называется «Через Гоби и Хинган». Посмотрите фильм, зная, что такое Япония, по-другому это будет смотреться. И там это бактериологическое оружие почему-то хранили в фарфоровых сосудах. А фарфор это ведь на английском China. Это Китай. Я была у самой границы, Лавсан. И чувствовала себя как в Москве осенью 41-го. Когда при одной мысли, что по нашему дому, по нашей лестнице будут топать немецкие солдаты. Нет, я верила, что этого не будет. Верила. Но картина эта, этот кошмар преследовали меня. И вот сейчас на границе я их увидела. Нас, мою бригаду, буквально своим телом прикрыл лейтенант Дымчик. Укрыли жителя Аила. Спасли от этих солдат из моего кошмара. Они были в другом обличии, говорили на другом языке, но это они. Фашисты. Страшные в своей конкретности. Ведь та вспышка чумы – это их рук дело. Теперь я знаю точно. И вы знаете. Я врач. Давала клятву Гиппократа. Я ненавижу войну. Но с ними надо воевать, Лапсан. Тут девушка, душенька, связь беспроводная, весьма точно определила то, что вам всегда и показывают «я говорю». Фашизм не имеет национальности. Психическая болезнь, эгоизм и иудаизм не имеет национальности. Почему-то всегда это приписывают жидам, но это опять же не национальность, а болезнь, диагноз и описание болезни. Это погибший в смысле мозгов, это зомби. Он может выглядеть весьма бодро, носить прекрасную одежду, маскироваться, носить кольца, дорогие часы, но это оно. Психического больного выдадут глаза и речь, а главное выдадут последствия его действий. По плодам узнаете их. Как думаете, о чем это говорил Иисус? О психически больных, которые в тех рамках Библии называются бесноватыми, демонами, бесами, нечистой силой. А я упрощаю до понятия «жид». Оно соответствует и поясняет, какие те плоды. Мошенники, воры, грабители, бандиты. Это и есть все жиды. И у преступников, и грешников, и больных нет никакой национальности. Как и у капиталистов, кстати, к слову. Они тоже там, значит, по понятиям работают. Национальность это как одежда. Одежда в дурдоме или тюрьме. Указывает на некоторые отклонения и режим содержания. Но это и все. В украинском это точно и говорится. Наряд. Наряд.
Вон кокошники напялили, шаровары и национальности появились, не так ли? У нас шаровары, мы круче, а у нас кокошники — это вообще-то писк последней моды. Но всех переплюнули шотландцы. Там мужики в женских юбках ходят и гордятся этим. Сами понимаете, что это диагноз, которым они гордятся. Слабоумие и деменция. И вполне узаконенная еще. Так что она и сказала, и одежды другие, и речь другая, но это они. Те, которые были показаны вычурно в фильме «Иди и смотри». Вам облегчили задачу, вам показали униформы, информационные формы, можно сказать, германские, денежные. Но можно было не показывать, а показать, как приехали просто бандиты в деревню. Помните свадьбу в Малиновке? Это про то же самое. Там пришли они в форме банды атамана Таврического. Да, там попроще все показали, без кровавых сцен и огня, но суть она такая. Когда делали для нас «Иди и смотри», уже нельзя было кино делать мягко. Уже было поздно. Они уже здесь были. И уже делали свое дело. Но дураки без униформы не могут ничего увидеть. Они не знают, что по плодам их узнаете. По плодам. По результатам деятельности можно фашистов узнать. А германских очень просто. У них все за деньги. Они все превращают в деньги. Все. Дружбу, любовь, отношения, услуги и так далее. Это мания, и она заразна. А такого здесь никто не мог уже опознать. Мозги-то того. В стране тога. Интерес у многих уже был внутренний. Сгнили великие победители Гитлера. Не опознали Гитлера в себе. И девушка сказала еще одну важную вещь. Она всем нам сказала, что с этим надо воевать. Обязательно. Это смертельный враг. Это смертельный вирус. Это смертельное заражение оперативки. Если вы его не победите в себе, он вас победит и убьет. И общество убьет, если общество не победит эту заразу и коричневую чуму. Эта система за деньги, она и есть смертная казнь странам дураков. Это как палач пришел. В искусстве, истории, кино это изображают как Германию. Но не надо каждого немца считать за того дебила из той аравы бандитов. Это не национальность. И в фильме «Иди и смотри» отчетливо это показал. Русскоговорящие были те они. И русскоговорящие были те, которые были в партизанском отряде. Это всегда гражданская война. Нет никаких других войн, по сути. Это всегда гражданская война. И те экранные войны, они просто показывают и выявляют, проявляют, как на пленке, фотографию того, что нам невидимо. Наше состояние и индивидуальное, и общественное, и мировое. Борьбу идей, борьбу сумасшествий, борьбу болезней, выздоровления, лечения и похожие явления в дурдоме показываются уже открыто через экраны. Вы, как тот пациент, которому оперируют мозг, можете наблюдать за ходом операции. Но тут те образы зашифрованы, так как этого показать по-другому нет возможности, а только используя метафоры, гиперболы, аллегории, символы. На то и искусство. Это ложь формально, но с ясной системой раскодировки, которую может использовать каждый, у которого мозги на месте после побоев Гитлера и у которого осталась вера. Как понимаю, тут таких не было и нет до сих пор. Надеюсь, худо-бедно начнут единицы выходить из морока своей дури, но это дело сугубо добровольное, сами понимаете. Это то же самое, что психически больной решил выздороветь. Такого не бывает. Такое очень редко. Но тут нужна помощь внутренняя, снимающая те завалы говна и солей и ядов. Это можно пробить только сильным ударом энергетическим. А тут, сами понимаете, у больного страх и нехватка энергии даже на самые простые вычисления уже.
У вас свобода воли, вы можете сидеть в тюрьме и в могиле, если вам так нравится. Творец дал эту свободу, и вы сами решаете, как это использовать. Знаю немало таких, которые предпочитают тюрьму и кандалы. Им так безопаснее. Обманутые. Египет. Что поделаешь? Из Египта тоже не все рванули ведь. Пошли только те, которые видели Египет и понимали, что это смерть. Иначе не выгонишь из тюрьмы, только под угрозой смерти больных можно выгнать. Это прекрасно показали в фильме «Бегущие в лабиринте» Maze Runner. Из Египта, сами понимаете, не побегут никогда те, которые живут в Египте припеваючи. Это крысы, рабовладельцы, мошенники, воры, бандиты, жиды, словом. Можно назвать культурно буржуазия. Это бежать оттуда надо больным рабам, но больной раб на то и больной, на то и раб, чтобы никуда не бежал и не сопротивлялся. У него нет на то ни сил, ни энергии, ни воли. Египет забирает это все у раба и очень быстро. Не успел раб родиться, а ему уже обрезательные процедуры устроили в форме прививок и другой медицинской помощи от Египта. Это у вас не помощь давно, это помощь для обрезания и смерти до болезни. Но слабоумному и безвольному дебилу это понять нет возможности. Паника и большинство в форме Японии не позволяет. Страшный враг Японии. Не та географическая, а то состояние бешенства. Их немного подлечили, полагаю, но все это может повторяться. Тем более, что это универсальное явление, которое воюет с Богом и разумом вместе с Германией и Италией. Тут, как говорится, демоны против демонов. Кто сильнее демон, тот и победит. Очень редко демонов побеждает здравый рассудок и прихождение в сознание, исцеление. Думаю, кто сталкивался, может подтвердить, что больные впадают в еще более опасные состояния, когда начинают принимать те разные ядохимикаты, убивающие их мозг. Как говорится, если начнете Японию лечить Германией или США, получите еще более удручающую картину. Страну зомби, можно сказать. Так что скажу так, много путей в ад и безумство, и только один путь в Царство Небесное через Христа, через здоровье, через суть, через разум и исцеление истины, которое начинается признанием того, что вы больны на голову, и с этим надо чего-то делать. Вот тогда Михаил появляется только на помощь. Когда это поймете для себя и внутренне примете, уже начнете искать советов, как жить и как исцеляться, как найти истину. На то и есть состояние советов от Творца. Много где их можно найти. В фильмах, книжках. Самый первый источник — это 10 заповедей. И то, как эти советы оформлены. Библия. Это учебник по использованию устройства под названием «Человек» и также инструкция по лечению или ремонту в случае беды. И путеводитель из Египта. Тут такие правила в этой игре. Творец нам дал свободу воли, она позволяет творить зло и добро. На все есть свои как бы награды и знаки отличия за зло и добро. Как там, значит, германцы кресты вешают, мертвечина, а советские красную звезду. Разум появляется, внутренний глаз. Зло отмечает все внешнее: деньги, власть, слава. Добро отмечается другими признаками: исцеление души и головы, подача знаний, энергии, разрешение видеть, таланты. Это и есть награды добра. Они невидимы для дураков, их чувствует только награжденный, и его близкие могут почувствовать как проявление любви. И дальше пошло. Игру настраивают как тот мир танков, о котором я уже делал видео. В игре присутствуют алгоритмы, они могут меняться, как менялись алгоритмы в том парке в сериале «Мир Дикого Запада». Легче всего в игре боту, ему ничего не надо думать и понимать, ему все объяснено, как он должен воспринимать мир, это самый легкий уровень. На автопилоте, как говорится. Зацепили, подтащили, как в том фильме «Облачный атлас», может кто помнит. Как тушку свиньи в скотобойне. Зарезали и распотрошили. Сложнее уже у тех, которые видят и думают своей головой, своим аватаром. Они не на управлении драйвера и рутера гитлеровского, их ждут приключения.
Но каждый такой человек, если не выдерживает, может выйти из игры, став ботом, зомби, обрезав себя, прервав связь с Творцом, с сервером. Когда ботов становится много, их начинают удалять. Это геноцид. Это иди и смотри. Это апокалипсис. Это перезагрузка игры, можно сказать. Это не совсем игра, но это больше, чем игра, но это упрощает объяснение, давая некую привязку, которую каждый понимает. Так и с теми фильмами, они как бы не про то, что показывается, но иначе, чтобы дошло до слабоумных детей, не выходит. Мама знает, как подавать информацию и какими порциями своим детям. А на главную тему поразмыслю об каке. Не об говне том физическом, что есть продукция нашего нижнего мозга, а живот это тоже как мозг в принципе. Он же тоже думает и распоряжается нами, у него есть требования. Вон попробуйте не дать ему жратвы. Да и по сути все тут завязано на нижнем мозгу, на животе. Это же третий круг ада, где обжоры отбывают наказание. Деньги они же про это нижняя часть по-любому. Понимая это и понимая, что тот нижний и есть змей или дракон, с которым борется ваш верхний мозг, Михаил, в ту дуальность попадает и понятие каки. Это противостояние Михаила и дракона можно изобразить и как борьба Иисуса и сатаны. Сатана искушает, он искушает через живот. Но это обозначено как власть, богатство и слава. Но все это завязано на животе. И сатана через иврит, оно указывает и на дракона, и на змея. Это противник. Ему надо много. Ему главное надо забрать энергию от мозга верхнего, оставить его без запитки. Вот тогда начинается веселье. Тогда настает пора кайфа. Жри, пей, сри сколько угодно. Нет тормозов, нет разума. Нет того, кто может обуздать того дракона. Все эти истории, они имеют весьма практические смыслы. Или думаете, зачем вам такое надо рассказывать? Все, что дается в таких формах, это требует обработки. Но обработки не наркотой, желанием пожрать и посрать быстрее, а с пользой для здоровья, для энергетики, для запитки мозга, что есть единственная ваша защита в аду. Когда лишаете своего часового, своего разума, своего сторожа и стены, в вас проникает дьявол и заражает оперативку вирусом, ядом. И привет славные ряды вермахта и братья по оружию зомби. Михаил повержен, Иисус распят, и Каиф празднует короткую победу. Это мне напоминает как некую попойку. Вот родители уехали, остались вы с друзьями своими и устроили попойку. Нет надзирателя, нет сторожа, все можно, как хорошо. Но после попойки приходит расплата. После того веселья приходит счет. От вашей печени, мозгов, почек, желудка. И иногда тот счет бывает весьма неприятным и даже смертельным. Вот оно так и с нашей борьбой внутренней, нашей гражданской войной, которая прекращается только после безусловной капитуляции. Перемирие тут не поможет. Какое перемирие, если вы после недели опять себя травите? И здоровье портится. Такое перемирие на руку только дракону и сатане. А Иисус помирает, Михаил погибает. Отсюда то понятие, что Германия должна капитулировать безусловно, если хотите исцелиться. Вы должны просто забыть о деньгах и начать жить без денег, как главного стимула жизни и как главного оценивателя ваших действий. Ментально убрать деньги. Физически это не выйдет, конечно, но ментально. Иначе вы погибнете. Возьми и сатана, враг человека, погубит. Проект Манхэттен. Не говоря уже об алкашке и другой наркоте, хватит и одних шекелей, чтобы погубить. Кстати, это есть в переводе кандалы. Кандалы рабов. Шекель. Шекл в английском. Вместо этого разум, что и называют Иисусом Христом в той сказке, сценарии. Вы должны преодолеть то понятие «все за деньги» и все оценивать через деньги, понятие прибыли. Только тогда вы начнете исцеляться, жить и победите Германию, врага, сатану, дракона и свой живот. Это и будет освобождение из концлагеря смерти.
Как и в нашем бытовом понимании, это говно. Говно это и есть демон по сути. Это то, что выходит из человека в форме отходов его ядохимикатного перерабатывания отходов, которые почему-то у нас называют пищей. Нет, пища это то, что от Творца. А то, что мы жрем, это змеиное, это обман и химия. Это мы, как те бактерии, перерабатываем на своем здоровье яды и отработку некой промышленности. Все эти наши товары, которые так всем нужны и рекламируемые, они есть производство химических предприятий и являются обработанными отходами некой промышленности, нам невидимой. Мы работаем отходоперерабатывающими единицами на свалке ядерных отходов. Запомните, дураки, все, что рекламируют, это опасно, это яды, это отходы. Иначе зачем это рекламировать? Это реклама ядов и наркоты. Всегда рекламируют исключительно яды и наркоту. Тут так заведено в аду. Что хорошо вам и для здоровья, да для разума не рекламируют. Вот из больших отходов мы после переработки себя выводим грязь и те отходы, которые уже невозможно нам обработать. Их дальше опять обрабатывают и нам подают в другом виде, в форме шоколада и других ваших вкусностей, которые вы так любите. Какао, значит. Ваш змей-дракон, он дурак, поэтому так и названо. Он алкаш, он наркоман, по сути, ему безразлично чего жрать. Без высших мозгов это просто животное, которое хочет жрать всегда, как корова. И она не понимает, что она жрет и все. А высшие мозги нам показывают и говорят, что вот это вот жрать нельзя, это яд или говно, то есть отходы, которые сами по себе уже отходы, отработка. А тут, понимаете, надо, чтобы много отходов перерабатывали в говно, в менее ядовитое. А если стадо животных начнут чего-то думать и разбираться в жратве, то как-то будет эти яды, кто будет перерабатывать. Отсюда практическое решение – обрезание. Оно снимает много разных проблем. Раб становится покорным, прожорливым, безумным и веселым. Счастливым. Лоботомия решает все. Для раба и его окружения это смертельно, но это прибыльно для предприятия. Чем больше раб безумнее, тем он больше поглотит ядов и отходов. А когда присутствует Иисус у бандерлога, то бандерлог меньше прожорлив и выбирает, чего жрать. И не потребляет наркоту и яды. А это большой удар по колдовскому бизнесу. Шекелей меньше, рабов меньше. Ай-яй-яй-яй-яй. Как тут, значит, у жидов проблемы начнутся. Галаха меньше, смертей и болезней меньше. Непорядок в концлагере смерти, где продукция исчисляется шекелями, но под шекелями всегда смерть и болезни, да мучения и гавах. Это просто запрятано под шекелями. Вот это настоящая здесь экономика и баланс. А все остальное на дурака. Там вам что-то объясняют, значит, в научных сферах. Ну вот, в принципе, уже понимаете, что в аспекте нижнего мозга змея нашего кака есть то материальное, что выходит через канализацию нашу наружу. И это есть то, что выходит, это есть дословно, да, кака и зло, и, значит, зло плохое, отходы, то, что нам не годится. А через эту нашу канализацию, значит, жопную, это можно сказать per annum, если говорить на языке финансистов. Но без той каки и говна материального, производимого посредством обрезанности зомби местного, у которого, значит, тут недра и великая победа всегда, есть и продукция тех высших мозгов. И это называют тоже какой. Это тоже говно, так как оно образуется как поток нечистот после поглощения духовной и ментальной пищи. Нас теперь кормят исключительно говном от змея этого электронного, египетского и германского. Естественно, что если мы жрем говно, то из кака головы тоже выходит кака. А если еще мы понимаем, что тот какоприемник он обрезан специально для того, чтобы мы жрали каку в форме ядов химических и в форме ядов духовных, то сами можете понять, что тут ничего другого из какоприемника и не вылезает.
Если непонятно, о чем я тут сказал, пойдите к своим разным друзьям, подругам, соседям и попробуйте с ними заговорить о чем-либо не фактнутом и не какнутом через телевизор или телефон. Вот и поймете, что кроме той каки телевизорной и телефона вы ничего и не получите. В лучшем случае вы получите каку, разбавленную некими потугами резкими верхней жопы, что владелец кака головы назовет своим мнением на происходящее. В лучшем случае поведает вам про беды-веды и какунов-перунов с буквицами, как значит самое то, то высший пилотаж, значит, у зомби. У него нет никакого мнения и не может быть по определению, у него эта функция обрезана, когда он сам даже не знает об этом. Может в роддоме, может позднее, когда начал игру в зомби. Неважно то, что он выдаст под брендом «Мое мнение», это будет где-то услышанное и скопированное. По-другому здесь не работает. Это боты. Для своего мнения нужна информация, знания, опыт и красная звезда в голове. А это устройство выводят из строя и очень рано. Зомби даже не помнит, что у него когда-то было то устройство. Отсюда и понятие какоприемника вместо радиоприемника. Туда заваливают каку и оттуда вываливается кака. Почти у всех это непереработанная жидкий понос. Очень точное определение, как по мне. Жидкий. Чего залили, то и вышло. Необработанное. И тут весьма кстати для объяснения той разницы между какой в форме говна и какой в форме говна информационного как раз весьма подойдет само слово кака. Вот ведь чудесно. Это греческое слово, которое обозначает зло, плохое. Ра в иврите это то же самое. Ра это дословно безголовость. Тем самым и об какао подробнее узнаете, что это такое. Значит, кака тоже определяет состояние безголовости. Далее на английском то зло это evil. На иврите то же самое слово evil это дурь, дурак. Как бы это расширяет понятие зла, так как по моей версии тут больше никакого зла нет, кроме безголовых зомби. Выходим на понимание, что кака это в ментально-духовном понимании есть безголовость, зло, дурь. И я это упрощаю до безумства. Нет головы, нет ума. Есть умань. А вместо головы жопа, которая производит каку, то есть зло и безумие. Когда вы жрете зло и безумие, естественно, что после употребления этого вы начинаете воспроизводить зло и безумие. Это очень отчетливо можно наблюдать с молодым поколением зомби. Им дают огромное количество каки, их обрезают, и они очень быстро начинают делать зло, даже не понимая, что это такое. Это все нормализовано. Через игры, через наркоту, через телефонных господ и другое оружие агента Смита. Бытие определяет сознание. К слову, тот ра в иврите зло и безумие я и читаю и как па, что в иврите разрывать на части, сломать, рассеять. Но это как взрыв или работа ножом. Ра, по сути, это и есть па, и это объясняет, что это последствия сломанного разума, разрезанного разума, обрезанной головы, отрезанной, обрезание, если проще. Так что тут выходим в дуальное понимание дуального мира, нижнего мира и верхнего мира, которые есть в нас и есть в нашем мире. Мы живем в третьем кругу ада, это есть нижний мир. Над нами мозги другого порядка, к которым нас не подпускают по разным причинам. Нас держат в заперти, в карантине, в лечебнице и тюрьме, как и показали в фильме «Остров проклятых». Я это перевожу как «Остров больных», это был ад, и в нем лечат смертью. Больные должны найти ключ, открыть дверь, выйти из тюрьмы и попасть в другой мир. Но все это надо проделать, вылечив свой верхний какоприемник. И лечить надо начать с того, что не потреблять каку в больших количествах, почистить от ядов, и тогда, возможно, выйдете. Но это опять же вам решать, надо ли вам это. Как вот пример тому прекрасный эпизод о том, что я говорю. Есть одна история. Один человек спасает другого из огромной глубокой лужи, понимаешь?
Спасает с риском для собственной жизни. Ну вот они лежат у края этой глубокой лужи. Тяжело дышат, устали. Наконец, спасенный спрашивает: ты что? Как что? Я тебя спас. Дурак! Я там живу. Я там живу. Обиделся очень. Зомби-бот это не нужно. Ему хватает его исполнения функций в армии смерти в славном вермахте, где он регулярно получает говно, жрет его и производит говно. Кстати, кто смотрел фильм «Меню», там Амон Готе из фильма «Список Шиндлера», актер Финес, как раз и сказал, что на острове производят гел, то есть говно на иврите. Тут я давно убедился, никакой другой продукции мы не производим. Все это обманка, что вам говорят о великой нашей миссии здесь. Наша миссия простая: жрать, пить, ссать и срать. И не только физически, но и ментально. Так производится тот метан из фильма Mad Max 3. Энергия Гаваха. Все другое в этой ферме есть обман. Нам Иисус СССРович пытался дать некую идею, которая бы позволила превратить эту скотину во что-то большее, но скотине не понравилась та идея очеловечиться, и наступило полное свинство. По дуре вашей вам воздастся, и уже воздалось. Сами видите, в какой скот превращается все вокруг. И это на фоне высоких технологий и экранных господинов, и вроде бы большого потока советов и умных заумных козломордых. А вот что-то идет не так. А может, не то слушаете, не то видите? Я заметил, что уровень дури пропорционален как раз наличию технологий тех. Увеличение комфорта, особенно мышления и физического здоровья, приводит к полной деградации и оскотиниванию. Это скот развращает и превращает просто в свиней. А со свиньями сами понимаете, какой режим полагается. Ну вот то, в чем мы живем, и это и есть оно. Отходопереработка в говно. И на мясо. Говно перерабатывается в другое говно, что вам назвали великим прорывом культурным, будущим, современностью, технологической революцией и так далее. Слов вам надумали много, чтобы закрыть говно. Запомните, дураки, никакой современности нет. Это все вам надумано, как надумано то, что вы тут чего-то можете без управления Богом или чертом. Телефон лежит себе в ящике и будет лежать, пока его не включат и не запустят и не заинсталируют программы нужные, и на связь не выйдете. А на это нужны большие усилия применить. Телефон-то бракованный, специально кем-то сделан. У него крыльев нет, антенны нет, батарейка слабая и схема не фурычит. Чего-то инсталлировать еще надо в память, а то он дороги-то не знает, и ничего не видит и не понимает. Вот настоящая ваша реальность. Но змей убедил, что вы настолько продвинутые египтяне, что вместо строительства пирамид полетели в космос и победили Гитлера там, значит, в том космосе. Фараона победили. Но приперлись почему-то в Германию на рабские работы и вернулись в обман свой, в Египет, в иллюзию. Там же веселее. Человеком не надо становиться. Просто поступил в ряды говнообрабатывающей армии вермахта, и жизнь сразу наладилась. И рабов новых нарожали. Вон какое счастье будет-то всеобщее. Так что поняли ту дуальность через понятие как? Из одного отверстия у вас как в форме говна, из другого отверстия, которое один видимый рот, а другой невидимый, гаваха и спускательная щель, выходит как уже ментальное и духовное, что вы называете культурой, великими познаниями всего и хуцпой. Как уже можете понять, что среда обитания такого существа есть клоака говна. Это в географии названо Ближний Восток. Ближний в канализацию в моем переводе. У вас ближних и нет. Так клоака или канализация можно еще назвать какозаборник. В нем плавают рыбки канализационные. Что уже помните, чего это такое обозначает.
И среда вот этого проживания есть говно вокруг, и говно невидимое, энергетическое. Это я называю гавахом. Это то, что выплескивает такака наружу через верхние отверстия. А все, что видите вокруг, как ваши медикаменты, таблетки, наркоту, явство, пищу, лекарства, одежду, обувь и другие разные разности, включая краски, пластмассы и остальное, это как раз все и произведено из говна. Говна нашего и говна нефтяного, что тоже есть говно и отработка. Или думаете, откуда той нефти тут столько и почему из нее все делают? Слугам дьявола и как приемникам другого и не дадут. Тут ады, тут обман во всем. Мы, говоря просто, сидим по уши в говне. Асфальт это тоже ведь из говна делают. Ездим тоже на говне. Там большой процент битума, бить-ум, а это тоже есть нефть. И асфальт он черный ведь. А дорога это и жизнь тем самым. А черный это и сахар, и тюрьма, и ложь в переводе. Вот нам и показывают, каким образом идет жизнь в аду. На лжи, на сахаре, в угаре и тюрьме. В болезни и сне по жизни мы двигаемся так, как отравлены какой. И вся та нефтехимия, она же и есть главная формация. Вся та наркота, которую вы ласково называете лекарствами, не понимая, что это на самом деле, это же через греческий есть колдовство, чары, фармакея. Charm на английском и harm на английском, что указывает на удар в сердце и во вред. Все это вредно. Отсюда скот обрезанный долго не живет. И не живет вообще. Ползает просто чего-то вопя о том, что показали по телевизору. Вы посмотрите суть того, чего здесь происходит. Уберите все те красивые декорации, формы, обряды, механизмы, телефоны, экраны. Берите только зомби и проследите, чего он делает и зачем. Увидите невероятное. Увидите ад, который замаскирован пломбами в головах. Головы забиты до такой степени, что вы не то что сути, вы вообще-то реальности не видите. А это означает одно: вы находитесь в цивилизации майя, цивилизации иллюзии. А если то колдовство и чары перевести на литовский, получаем слово money, что есть по-другому деньги на английском. Money. Просто выговорено по-другому. Это чары, это очарование змея, это колдовство. Когда на то, что построить дом, нужны не кирпичи, не бетон и цемент, не дерево и стекло, а деньги. Вот что делает картинка банана и несоблюдение первого приказа Божия. И такое возможно только с условием, что гениальные дебилы и жители того аквариума есть слепые, темные жители Шеоля, зомби по-другому. Вот только с этим условием можно тут такое устроить. Все ваши знания и познания, которыми вы так гордитесь, ваши степеня и диплом, это просто забивание ваших мозгов. Это глушилки, это джем. И это сделать очень просто. Ваш эго, ваш Иуда, он с готовностью отдает душу и разум дьяволу, обману за иллюзию себя милого выше, чем другой бандерлог. Вот и все. Вот и вся рыбалка. Дьявол устроил простые капканы: богатство, слава и власть. Но все это обман. Нет тут ни богатства, кроме света вашей как о голове. Нет тут никакой власти, так как управляет мертвецами программа. Нет тут и славы, так как это зависит исключительно от того, что сделала та же самая программа и насколько она продвигает цифровой аватар бандерлога, заключенного в концлагере смерти. Сами подумайте, что за власть у вас и слава в аду и концлагере смерти. Но вы же уверены, что вы живете в каких-то неясных странах, у вас выборы демократии. Вот это и есть тот мирок, который вам надвинули на мозги, как очки виртуальной реальности, о чем и говорил Морфеус в фильме «Матрица». Вот такой остров проклятых, где производят говно прямо из недр своих. ВВП, как говорится. Не обманули в фильме меню, сказали истину, но как приемники не позволяют пробить толщину говна. Там завалы, там джем. Выйти на связь невозможно, и отсюда ослепление, блокировка воды, отца, яблоко, короче. Нет внутреннего глаза, нет разума, нет подключения души к серверу, нет и понимания того, что видите.
Вам объяснили, как надо змею, вы всему поверили и продолжаете верить. Говно ведь сладкое. Туда сахара добавили. На кило говна кило сахара, как говорил тот ученый из фильма «Приключения солдата Чонки». А той какоголовости, то есть жопности головы, своеобразно показали в фильме «Кин-дза-дза». Но, думаю, никто не обратил внимания на вычурную деталь. На головной убор Уэфа, которого сыграл аватар цифровой Леонова. Я тоже не сразу на это обратил внимание, когда впервые смотрел это кино. Я был еще слеп. Спал, то бишь. А потом как-то стал обращать внимание на ярко демонстрируемые детали. Они же не так себе нам демонстрируются. Это повествование, это рассказ, и в нем детали. А в деталях, как говорится, дьявол. Его изобличают детали, он же лжец и отец лжи и убийца. А ложь, как ни крути, она начинает противоречить сама себе. Ну вот, значит, посмотрите на то, что это такое одето на голову Уэфа Чатланина. У того пацака там тоже весьма интересный головной убор, но Уэфа прям кричит о том, что случилось с Уэфом, что есть в моем прочтении жид. Это ихнее. Он же себя считает выше пацаков. Он тот. Deutschland, Deutschland, über alles, am der Welt. Но сам имеет только одну привилегию. Его по ночам не бьют эцелопы или что-то в этом роде. Но он избранный, умный и проводит разные коммерческие сделки на планете. Это явный персонаж жида. А про жида есть видео отдельно «Рыба гниет с головы». Дойдем и до гнилья сегодня. Ну и как вам кажется, что это такое на голове? На что это похоже? Это же не шапка явно. Не шапка Мономаха, а нечто другое. Приспособленное под шапку. Моими глазами это женские трусы своеобразной конструкции типа БДСМ. По сути, это нам говорит о том, что я упоминал про пилотку. Это указывает на состояние женско-полового органа головости, или еще проще, жопоголовости. А в моей версии это какоголовость, которая под собой имеет не только смысл физического говна, но самое главное – дури, безумие и зла. Это и был какоголовый самый главный, избранный. Они у вас тоже такие везде. Много на экранах этой твари можете увидеть. Видите рожу скрюченную козломордую, знаете, это черт или ведьма. Они же не зря на этих персонажей похожи. Или думаете, 21 век на дворе распугал и чертей, и ведьм в аду? Да нет, их распугать может только образование и квантовый скачок из какоголовости в человека, то есть восстание из мертвых. А этого я здесь процесса не наблюдаю, а наблюдаю другое, что описано в Ветхом Завете. Из 1000 был один мужчина, а среди остальных не было ни одной женщины. А пример простой ведьмы или ведьмака – это ваш кумир Малевич, который вам там нарисовал черный квадрат, в который вы пялитесь и что-то там видите. Фамилия переводится как «злая ведьма». Вы не это видел некоего Джу, Евичем зовут, так это есть просто ведьма, Эвич на английском. У вас колдуны и ведьмы вокруг, колдуют с экранов, а вы живете совсем не в сказке и не в аду, нет, у вас светлый рай и не дурдом, просто Путин плохой. А с вами какой режим можно устроить? Вот с таким вот контингентом жителей Шиоля, вурдалаков, демонов и упырей, смотрителей на Кашпировского, заряжателей воды. А в канализации кого вы можете встретить? Вон вам в фильмах показывают те разные подземелья и канализации. Так это про наш Нижний мир и показывают. То, что происходит в экранах ваших телевизоров и телефонов, это разумному человеку есть колдовство и обман. Тем самым и вред. Вред мозгам обезьян. Там же что показывают? Чудеса, которых реально нет. Вон Пушной, которого нет, играет музыку, но не настоящую, а сделанную компьютером. Разные дела с увечьями тела и так далее. Сами смотрите то содержание. Это открытое мракобесие, которое вы, будучи зомби без мозгов, принимаете не только за нормальность, но и за реальность
И даже еще за какие-то достижения культуры вашей. И цивилизации, сифилизации, да. Ваши те говоруны, они тоже ведь нереальные. Снимают не пойми где, не пойми чего и не пойми что. Те разные специальные компьютерные программы, чат GPT и другое, это ведь общение с духами. Вы, по-моему, осатанели, и дети тоже осатанели. Вы общаетесь с духами каждый день. При Иисусе СССР ведь это все ограничивалось весьма жестко, все это колдовство, жесткие рамки были, поэтому колдуны и ведьмы так много про цензуру говорили, говорят, но главная цензура была технологическая. Ведьмам и колдунам не давали волшебных палочек и зелья волшебного для упокоения зомби скота тутошнего. Так что Иисус СССР ведь здесь это и есть поход на ад, на Шеоль, после распятия. Адам. Как раз это суббота. Вон теперь это и происходит. И ад он сбрасывает свои маски, он показывает себя и своих жителей зомби. Настоящие лица. Как в том фильме «От заката до рассвета». Процесс закрытия этого вашего ада – это только маленький шажок по очеловечиванию зверья и зомби. И то, сколько криков и воя поднялось. Ведьмы и вурдалаки недовольны ущемлением их прав истязать, мучать, убивать, калечить, травить безнаказанно. Ведь интернет – это оружие массового поражения, притом безнаказанного. Это ж не свобода, правда, бандерлоги? У вас свобода только если можно убивать, калечить, насиловать, сжечь, травить, грабить безнаказанно, как тем карателям из фильма «Иди и смотри». Это же ваша привычная жизнь в бегах за шекелем. Это у вас нормально стало продавать яды, травить, насиловать, грабить. Вы устроили ад сами и вините кого-то из мультиков? Вон там показали в фильме. Никто не сопротивлялся. Всех там закрыли и подожгли. Вон, через экран. Не надо физически это делать. Это просто, физически показали так, как по-другому показать. Вам мультик дал разрешение. Как Гитлер дал разрешение на убийство, на калечение, на мучение. И вы с радостью приняли то разрешение. Думая, что это освобождает от ответственности. Разрешение от мультика из экрана, телевизора, это как отпущение грехов у вас в церкви, да? Вы точно нормальные. Вы в этом уверены? А ваш сгнивший мозг на что тогда? Вот это и есть то, что показывают как зомби. Оно безумное и бешеное, оно тоже видит разрешение от мультиков своих. У нас приказ, у нас закон, все законно, все можно делать, значит, что? Грабить, лгать там в экране, да, шекели собирать, травить, там, что-то продавать яды. Все. Это ведь закон, это значит, продажа, свободная торговля, тут мы, да, значит, это торговать, вот это все мы хотим, вот это так, вот так, вот это. Вот это и есть Гитлер. И фашизм. Оно конкретное очень. Бизнес. Прибыль. Деньги. Шекели. Прибыль. Ха! А что это, значит, там за этим прячутся какие-то там беды, слезы, кровь, болезни и так далее. Так это, что? Это вы едите, значит, у производителя там что-то, а мы ничем не виноваты. Мы только продали. Мразь. И главное, это можно делать не напрямую с теми экранами. Напрямую вы боитесь по рогам получить, а вот через экран это самое то. Безопасное убийство. Жертва даже не видит, и не знает, и не понимает. Как снайпер. Продал наркоту, снял видео, которое про женскую энергию поведает, про веды, про какунов. И смотри, ряды славного легиона зомби пополнились. И премия за это полагается. Или смотри, ранг повысят, значит, погоны навесят. То спускание Иисуса, я это себе представляю немного по-другому, чем очередной зомби.
в ад это после распятия. Мы никуда не перемещаемся, но информационная оболочка, она изменяется. Вам там показали, значит, в страстях Христовых, как после того, как закрыли в пещере, там это все опустилось и сдулось. Информация вышла. После распятия Иисуса Сесесеровича, после его смерти, начинается вокруг ад. В фильме «Страсти Христовы» это ясно показали. Здесь начинается ад. Божий Сын – это и Божий сон. Информация божественная и система божественная присутствует, инсталируя нужные параметры в зомбаков и зверье. Отсюда то впечатление, что в СССР более-менее были добрые люди. Они не потому добрые, что добрые, а потому, что действовала программа, которую я условно называю Божий Сын. Слово «Сталин» – это и есть инсталл, инсталлировать. Битва при Сталинграде – это борьба программы Божьего Сына с вирусом, который желает захватить оперативку и сделать uninstall, удалить ту программу. И, как я вижу, абсолютное большинство удалило из себя эту программу. Сталинград стал Волгоградом. Много на то оружия есть, но я это подразделяю на две категории. Химические яды, сахар, алкоголь и другая нефтянка, и информационные яды. Ложь и ахинея бедноведная и другая политическая жидовская. Вам на то глаза даны, видите жида такого как Хазин, знаете, он лжец и будет врать. Видите Паш Лобанова, поджитка, то же самое. Видите Трасунова какого-нибудь, тоже ясно кто такой. Должны уже понять, вам на то те морды и показывают. Кто показывает вообще свою морду и рекламирует, да шекели собирает, это сразу два индикатора загораются у вас в табло. Жид и Иуда. Так вот, ад он наступает постепенно, соответственно, как удаляется Божий сон из мозгов бандерлогов. И как думаете, что там остается после удаления? Правильные египтяне, там остается пустота жидовская, в которой ничего нет, кроме драйверов гитлеровских, звериных, ваших любимых эмоций. Зависть, ненависть, жадность, алчность, чревоугодие и далее по списку 7 смертельных грехов. В аду же грешники, и эта роль вам очень нравится. Вот что за процесс описан в Библии, и что ад это Шеоль, в переводе моем это тьма и соль. А это как раз то, что в голове у каждого здесь. В больших количествах. Божий сон, он просто держал некий свет в головах темных. Кто себя не продал душу, удержал антенну и разум в настройке, тот не удаляет Божий сон, и даже после удаления части у него остается сердцевина человеческого, которого он не может отказаться даже при виде смерти. Вот так делается отбор. Такие вот процедуры лечения адом. Абсолютное большинство, потеряв ориентиры, потеряв программу, дух Сталина, можно сказать, Иисуса, превратились в зомби и зверей. Что такое зомби, в следующем видео объясню. А у зверей и зомби мозг не фурычит верхний, только нижний, только дракон. А ему надо эго свое удовлетворить и кайфовать. Отсюда две забавы: жрать, срать, покупки и трахаться. Все. Дальше формы декораций для этого: жрать в ресторане или где-нибудь в неком пикантном месте, срать на золотом унитазе на острове Карибского моря, трахаться с пластмассовой девкой. Вон этот набор предложений от дьявола для зомби. Но суть-то не меняется. Это жратва, это сранье, это трахание, это бега по магазинам. Но за это надо дьявол отработать. А отработка в аду, дьявол, сами понимаете, какая. Это кровавые жертвы, это мучение, это смерти, это яды, это наркотики, это рабский труд. Это истязание, это издевательство и унижение. Цена вот такая в аду, и ад он безжалостный, убивает миллионами. И убежать из ада некуда. Рай просрали египетские рабы, и бежать стало некуда. Иисуса Сесесеровича не стало. В аду-то платить надо грехами дьяволу, злом в обмет за шекели, низкой энергетикой, жертвами кровавыми. Это как плата за проезд, плата за билет в аду. А это все боль. Кричат: больно дуракам. Но выхода-то нету. В яме болит на тех кольях, но выбраться нет сил и нет возможности. Шекель за даром тут не дается. Либо себя должен убивать и мучить, либо близких, либо других. Ад и Шеоль — это безумие и хаос, это узаконенное безумие и хаос. Те якобы законы некие — это все узаконение зла, каки, это извращение 10 заповедей, это уход с тропы на автостраду ада.
У вас же как у зомби, все дозволено, если закон позволяет или не запрещено. Если закон не запрещает лгать, травить, убивать, то это и будем делать, не так ли? Ездите ли на асфальте? И могу сказать простое, все те национальности якобы какие-то, это все было тоже часть Божьего сна. Русские, литовцы, грузины, немцы и все такое. Все это был сон, это программа, это как мамы для некой территории. После удаления Божьего сна вы должны увидеть неприкрытую реальность. Вместо русских, литовцев, грузин, словаков, немцев и других появляется одно. Это жид. По вероисповеданию эгоист, что есть в переводе юдаист. Хотя это не религия, а высший курс экономики, как ближнего восток пихнуть побыстрее да половчее. Капитализм это и есть религия жида, буржуазии, мертвяков, некромонгеров, рабовладельцев. А что делает с мозгом? Она блокирует, она делает джем, сил, блокировка воды, антенны, связи. И химическая кака это делает. И информационные, так как это есть зло и безумие. И само понятие зло, безумие, дури показывает, какие будут последствия у поглотителя каки. Когда связь с Богом прерывается, в вашу кака-голову не поступает энергия, свет, электричество, и мозг как бы выключается. Вы становитесь полноценным жителем Шеоля, Иерусалима, то есть зомби, который живет на реакциях, на копировании, на подражании. Это очень удобно, так как эта тварь работает на импульсах внешних. Внешне управляемое. На примерах внешних, на желаниях, которые формируются извне, перекрывая ваши жизненно важные потребности разумные. Зомби управляется желаниями. Ему они производятся и показываются в форме разных услуг и продуктов. Голые жопы, сиськи, наркота, пластмасса в жопе, процедуры красоты, шекели, инвестиции, богатство. Но все это есть обман. Обман змея и дьявола. За этим ничего не стоит, только обман и иллюзия. Но взамен вы отдаете все. Жизнь, здоровье, разум, душу, детей, будущее. Все. 3 формы искушения: власть, слава и богатство. Это есть в принципе желания. Нижние те животные, которые потом могут разбиваться на более мелкие. Крутая тачка, крутая девка, наркота, стану звездой и так далее. Это есть результат прерывания связи, становления дураком. Отказ от разума и тем самым от Бога и Отца, от воды. Яблоко на то и есть. Это символ не только диуретика, но и прерывания связи с Отцом, как результат тех процедур всех обрезательных. И эти желания славы, власти и богатства, они зиждятся на эгоизме. Это в принципе и есть проявление эгоизма, что и есть юдаизм, и тем самым фашизм и капитализм. Капитализм это уже состояние юдаистов, это кладбище. Это результат того, как живут эгоисты среди эгоистов. Отсюда и то понятие «жид». На английском уже говорил это. Jewish. Jewish. Что без рыбы и погибшего дает понятие «и я желаю». Jewish. Я желает. Эго желает. Можно даже это перевести как «земли желаю». Как выглядит типичный Jewish, показано в сказке о золотой рыбке. Это всегда идет с понятием «больше». More. Английский. Что и есть русский more. Рыбки наши болеют мором, и абсолютное большинство им болеет. И лечение идет по вашей дури. Мое, мне, май на английском. Это признак эгоизма, это признак фашиста и юдаиста. Тем самым, если кто помнит, это и есть цивилизация майя. Моя. О чем показала
красивый реалистичный фильм Мел Гибсона «Апокалипто». Дословно «Апокалипто» — это «откройте глаза из-под завесы, из-под закрытия, из-под заглушки». Май английское, к слову, это и про месяц май, и про слово «мы». Болото, погибшие и мир. 9 мая. Это уже про нет иллюзии. Это уже про исход из Египта. Вон когда победа ваша будет. Май — это не только про мое и мне, что все есть кака и безумие. Это и слово иллюзия. У вас есть иллюзия и мираж, что тут вам что-то принадлежит. Это туман и мгла, которая понемногу будет рассеиваться в форму концлагеря смерти. Когда поймете, что то, где вы обитаете, есть тюрьма, психбольница и концлагерь смерти, то вы поймете, что в таком заведении ни заключенным, ни больным, ни смертникам по определению ничего не может принадлежать. Как вы себе можете представить, что больному дали приватизировать палату, в которой еще обитают другие больные? Как думаете, что начнется в той палате? Больной ведь начнет деньги собирать и в рабов обратит других больных. Вот это как устраивается ад внутри ада. И только Божий сон и социализм может привести в соответствие и нужное равновесие этот зверинец. И теперь идет процесс как раз того, как разожгли ад в дурдоме, и будут некие последствия того пожара. А с тем желанием земли это самое тупое, что может жид надумать. Он настолько алчен, что хочет даже землю, которую он не создавал, забрать себе. Иллюзорно, конечно, якобы узаконить своими выдумками, что, мол, вот этот участок его. Это то же самое, что продавать на Луне землю, которой нет, к слову. Но на дурака, сами понимаете. Так что признак того, что на территории моря чума жидовская, и это по сути есть Америка, Германия и Израиль вместе, есть узаконенное право на собственность земли. Где видите право собственности на землю, знаете, там море чума, там Израиль. Что они делают с той землей, я диву даюсь. Ну, застроили своими курятниками разными, это ладно. Но потом ведь либо засеивают траву, которую потом сами косят нещадно, а другие засеивают всякими растениями и травят те растения вместе с ними себя и других, выжигают ту землю. Я вас спрашиваю, вы нормальны? Не, вы не нормальны. Вы Jewish. Жиды или поджиды. Это страшилище жидо-юда подразделяется на две категории. В моей версии, конечно. Жид жидовский и жид араб. Но это в принципе две стороны того же явления, две стороны той же медали. Оно вместе проживает, одно без другого не бывает. Если кому не ясно, во что все эти страны превратились в аду, посмотрите на Израиль. Это музей под открытым небом. Это гетто и концлагерь смерти в больших размерах. Вот там слетаются все те, которые из себя удалили Божий сон и захотели стать тем, кем они являются. Остались нагими, так как вместо одежды им подсунули ветхое тряпье, основанное на обмане. Паспорт Израиля – это свидетельство невменяемости и недееспособности. Ведь знаете, что Израиль преступников не выдают, значит, другим, ух ты. Это психбольница, из которой не дают судить. Преступник имеет справку, что он недееспособен, и его нельзя судить, так как он не осознает последствия своих действий. Это дуракам по-другому объясняется, но суть-то вот такая. Дурдом – это прибежище больных дураков. Из дурдома не выдают. Как тюрьма, в принципе. Такое вот наказание за то, что они творят по всему миру. Их очень круто трахнули, по-гитлеровски. Посадили в концлагерь смерти, завлекли халявой крыс. К слову, слово араб – это враждебность. Так что там обитает два лагеря враждебности, жулики и эгоисты, которые пытаются как-то там вместе жить, поживать. Но это невозможно. Сами понимаете, что враждебность с жуликами и эгоистами не ладят. Это как крысы в бочке. Эгоист он и есть враждебен по определению, так что я это перевожу на дуракам понятный язык, как любой жид это араб,
И любой араб – это жид. Те религии, якобы, которые исповедуют психически больные, называются ислам и иудаизм. Это просто терапия, так названа больным. Режим содержания демонов и чертей. Иудаизм – это эгоизм, и это священное для жида. Его эго самое главное в мире. Он избранный и все такое. Психика надломлена в сторону умани, как говорится, где проводятся съезды двинутых по фазам. Первое – это ислам в переводе хромой или дебил. Я добавил еще черт и дьявол. И это, могу вас уверить, есть два на не разлей друга – эгоизм и дебил. Как араб есть жид, так дебил есть эгоист. Оседланность чертом – это признак ислама. Вот туда, где состояние головушки делается в страну Тога, там появляется иудаизм и ислам, два брата-акробата. И это есть объективный показатель падения и деградации ментальной и духовной. Это не идет как-то исламизация, иудаизация принудительно. Нет, это просто показатель того, что делается в головах дуристанов. Европа она шалела и одебилилась, и Бог показывает зеркало, в котором козломордые вокруг. Такое вот наказание реальностью, как я говорю. Истина вас освободит, но она будет горькой. Человека не захотели превращаться, придется превратиться в зверя. Других дорог нету. Либо там, либо там. Одер, одер. Как это выглядит на самом деле в глазах искусственного интеллекта, показали в фильме апокалиптическом «Кин-дза-дза». Я спрашиваю, ты кто? Пришелец-прораб. Нет, ты пацак. А ты кто? Я грузин. Нет, ты тоже пацак. Ты пацак, и он пацак. А я четланин, и они четлане. Так что ты цак надень и в пепелаце сиди, ясно? Вот там и были два типа жителей ада – четлани и пацаки. Одни светили зеленым, другие оранжевым. И это не национальности, грузин спрашивал. Араб и жид – это не национальности, это четланин и пацак. Это базовые программы зверей после удаления всего человеческого. В аду нет национальностей. Их не надо. Для заключенных и смертников зачем все эти танцы, шманцы, выжиманцы? Вон трусы на голову и вперед в пепелац. Та цифровая маркировка – это и есть знак зверя. По нему и опознают зверей, как те карточки в ухе коров. Тут вместо карточки в ухо будут вшивать чипы или те прививки сами собой и внедрили уже нужные цветовые гаммы зверью. Татуированные они тоже уже прошиты. Просто мы не имеем устройств для считывания, хотя некоторые уверяют, что уколотые распознаются телефонами как устройства. Но те, кому надо, имеют устройство и могут считывать нужную цветовую информацию. Ты пацак или четлани, жид или араб. И та враждебность очень близко по сути к отчуждению. Оно, как братья-близнецы, причина враждебности есть отчуждение. Главное отчуждение от разума, от связи с сервером. Потом начинается уже и другое отчуждение. Alienship. Прилетает корабль пришельцев. А отчуждение это про Германию. Это, в принципе, есть. Гер, это чужой. Так что не туда заехали. Джусы-эгоисты приперли сами в Германию, настоящую арабскую. Где есть естественно, что эгоисты устраивают враждебность сами собой. Что, напомню, есть юдаист в переводе эгоист. И флаги те вокруг по периметру того Израиля напоминают как бы чего-то, но не слабоумным жителям Ближнего Востока. Ближний Восток. Вот это по эгоистическому, ведь по юдаистически, не так ли? Увы, но это есть отношение и существование в аду, и тот ад ближневосточный, он сюда давно приперся вместе с юдаизмом, капитализмом и эгоизмом, да враждебностью и германской, и арабской. И там их эгоистов-юдаистов, конечно, ждут в концлагере смерти, рады там всем приехавшим. Это мне напоминает ту историю сказочную, в которой любители халявы покупали билеты на поезд и с песнями отправлялись за халявой, но оказывались в пересылочных станциях, что теперь названы концентрационными лагерями. История дураков ничему не учит. Потом тех путешественников записали в списки расстрелянных и замученных.
насчитали круглое число, которое говорит об больных. Ну, обман он в крови у жидов, на то и жулики ведь. Работа такая. Организация «Сохнут» ждет вас, гениальный. Едьте туда, на свою историческую родину. Там нет русских литовцев, нет, там немцев. Все те одежды сбрасываются, и вы натягиваете на себя концлагерную робу, одежду жида, заключенного и пациента. И в том концлагере есть те две категории, жид жидовский и жид араб. Вот они там и живут вместе. Это состояние ада. Две касты, по сути, разделенные хрен пойми чем. Их не отличить друг от друга, как и здесь уже невозможно отличить, кто есть кто. Множество открыто уже себя и называют жидами. Маски сорваны, как говорится. Те, которые остались человеками, смотрите внимательно. Вот он настоящий фашизм. Вот он лагерь смерти. Вот он настоящий зверь с числом зверя бизнеса. Не надо ничего искать мистического где-то там за горизонтом. Все под носом у вас. Эгоизм — это юдаизм, это фашизм. И это завязано на зверином эго, на страшном драйвере, который после удаления программы Духа Божьего вылезает из человека, разрывая ему грудную клетку, превращая его в демона, расчеловеченного зверя. Alien. В том Израиле денежная единица — это шекель. Это и поджигатель переводится, и змеи, и кандалы. В кандалы попадаете официально, но для рабовладельцев очень нужны кандалы, чтобы рабы не убежали. Вот смотрите, кто там у вас, рабы, а кто рабовладельцы. Кто кого в Восток-то отправил. И что-то мне кажется, что не зомби это сделали, а как раз зомби там и плавают, весело фыркая в мертвом море. Кому не ясно, как выглядит зомби, поезжайте в Израиль. Придется за билет в музей заплатить, но вы там увидите все своими глазами. И в принципе уже не надо никуда ездить, оно уже здесь. Ад уже здесь, с его жителями, персоналом и администрацией. Ад давно вырвался и из Израиля, и из каждого. Когда гасите свой огонь и связь с сервером, погружаетесь в тьму, в Шеоль, и попадаете прямиком в Иерусалим к своим собратьям. Шакалам, волкам, страусам и крысам. То, что происходит, можно охарактеризовать и как ломку. Вавилонская башня разрушается до фундаментов. Этого мира не останется. Перестройка. Капитальный ремонт. Война. В аду человек не нужен, он опасен, он разоблачает ад, он разоблачает обман, на нем держится ад. Он имеет разум, а это в аду не модно и вредно. Неприбыльно. Как тут? Все ведь весь бизнес на обмане, а тут ходят разумные и говно не покупают ваше. Тут нужны потребители, грешники, то есть безбожники, то есть без связи в голове, бездушные, преступники, изменники себе и родине, рабы, зомби. И их делают, их производят. Деньги сделают все, как говорил Лохновский в фильме «Вечный зов». Та кака, тот 2К, что есть и слово «дуак» на литовском, «дай», «give» на английском, означает, что ты должен давать. Давать все, что возможно. Здоровье, разум, душу, время, кровь. И тем самым это через английский означает «помирай». Дай. Давай и помирай. Это про ад. Давать надо, это основа жизни тут, но ад забирает все очень быстро и в больших количествах, выжимает как лимон. Живи быстро, умирай молодым. Вот это то, что требует ад от зомби. То да, это связано с извлечением, на английском это extraction, а другое слово уже сами знаете, distraction, это то же самое, и потом destruction, отвлечение внимания и уничтожение. Извлекая из нас наше здоровье, время, силы и разум, нас уничтожают. Когда слушаете какунов и перунов своих, вы тратите время, внимание и здоровье, делайте выводы, что тут на самом деле устроили в аду вам и детям, великоцивилизованным. Этому есть название жид или потребитель, буржуазия, мещане. У этого ничего святого нет, кроме денег. Вот против кого борется рабочий, то есть мужчина, человек и христианин. Священная война.
И могу вас уверить, что ваши дети здесь никому не нужны, кроме как для у тех разных их жертв до потребления наркоты. Никакого образования тут ад не даст уже. Никакие профессии в аду, кроме как раб и дурак, не востребованы. Так что дети они будут превращаться в зомби, как на конвейере. Бытие определяет сознание египтяне, а бытие в аду и Египте определяет, что сознание будет адским и египетским, то есть зомби и черти да бесы с демонами. Но под флагами, значит, ислама, там под красивыми знаками всякими будут зомби ходить. Ох, как будет весело. Так что ваши те потуги насчет ваших детей, они ничего не сделают. Тут только борьба с адом может чего-то изменить. К этому вас и подводят. Взрыв ада должен произойти, но не плутониевой бомбой, а световой, советской. Кстати, демократия слово имеет и значение власть жидов. Так что не обольщайтесь, демократия на признак рабства, так как ничего другого до власти дорваться в аду и Египте не может, только оно. Они ведь жулики и обманщики, а человек не может врать самому себе. Ну, пошли дальше. Разобрав связи между какой головной и жопной и связи этого со злом и безумием, можно дальше посмотреть на то слово для дальнейших расшифровок. Кстати, пожирание говна в больших количествах – это есть кака, зло и безумие. Надеюсь, вы с этим согласитесь. Не важно, что снаружи это не похоже на то, что плавает в унитазе, но вам показывают, вам намекают. Формой, цветом особенно, названием. Коричневое оно не только про каку, но и про дурь. Надеюсь, помните, как это выходит? Вернер фон Браун. Оно про дурь дураков. А так-то слово «кака» это просто две буквы «к». На русском это говорят как «к». Вот два «к» и есть «кака». К слову, может, кто вспомнил самого знаменитого двукашника из сферы литературы? Это Кафка. Каф, вы говорите, это тоже есть буква «к». Тут два «к», его фамилия. Конечно, никакого Кафки не было и нет. Вам пишет программа, описывает вашу каку головную с надеждой, что вы хоть когда в жизни начнете думать. Заведете то устройство, превращенное в свинарник и лежбище дракона из вашего нижнего царства говна из санины. То слово «кафе» оно тоже про «к», но тут одно «к». Наоборот, тот «каф» это «фак», о чем я тоже видео сделал. Это про трахнутость. Тут тоже все сходится. Жопоголовые они трахнутые в мозги Гитлером, сильными ударами, алкоголем, футболом, кофем, сахаром, наркотой. Кака, можно сказать, есть и фак-фак с другой стороны. To fuck, трахаться, трахнуть. Помню, был какой-то славный малый черного цвета, Тупак Шакур. Можете сами перевести, что это такое. 2К дает понятия и другие. Это и два ключа в английском. К буква произносится как слово ключ, key. Отсюда слышим и дань, дуокле в литовском, что тоже есть два ключа по-другому. Это все в каке относится к злу, к безумию и дури. Два ключа, напомню, красуются на флаге Ватикана. Дань берется злом, дурью и безумием, гавахом, то бишь нефтью той энергетической нашего производства. Отсюда теперь, по-моему, кто-то решил взять большую дань, а дураки не вдупляют. Они все еще в космосе находятся и на полях Великой Победы, пока большое зло творится с ними. Далее эти два ключа есть и слово dick английское, дикий на русском, и decay английское. Дик или диск – это мужской половой член. Это переходит и в диск, дискотека и другие солнечные диски. Это вон куда указывает. Дикий уже не надо переводить, сами слышите. А дикий он по сути есть кака, злой, безумный и дурной. Наверное, поймете, как вам поясняется, что такое кака, что такое зло и тем самым, что такое дикий. Ну и самое то интересное и актуальное – это decay английское. Распад, разложение, гниение, загнивание. Это все связано воедино, и можете вспомнить про тот распад атомный, и про рыбок, и ловлю рыб, fishing. И вспомните, может, что мозги гниют и распадаются. И от этого начинает гнить и разлагаться тело. И разложение тоже есть не только физическое гниение, но и гниение моральное. Все это про каку, про тот продукт, которым вы наполнили себя до ушей. И может кто вспомнит, как нам в искусстве показывают тех какоголовых, которые гниют заживо. Да, правильно, это зомби.
Тут надо присовокупить, что рак это и есть гниение организма. Это ошибка в программе, когда клетки получают ложный, а может не ложный сигнал, что мозги умерли и надо уже превращать тело в компост. Да, по-моему, рак это отравление, конечно, но суть этого отравления это испортить ваш мозг, который после прерывания связи с сервером дает сигнал, что он умер и надо эвакуировать дух на небеса и сгноить тело. Это просто процесс смерти при живом-то человеке, если упростить. Это, конечно, не человек, это больной и больной на мозги. Вот что есть рак. Это кака, это гниение, это разложение. А тот рак, помните, дает и переход в дурак и жив. Вон все логические связки, о чем показывают те фильмы разные. Это про больных, про дураков, про безумцев, про сгнивших заживо преждевременно жидов. Может, кто сталкивался с таким явлением, когда от существа воняет? Изнутри воняет. Это гниение. Он гниет изнутри. Кака, рак, дурак, жид. Это зомби. Я помню, в фильме «Бегущий человек» показывали бравых победителей того шоу, которые были у океана, держали в руках симпатичных девушек под пальмами. Мечта сбылась, якобы. А на поверку их показали. Они были сгнившими и мертвыми на той игровой площадке в аду нашем. Вот такой вот оптический обман у нас. Нам дают картинку банана, а на поверку это и есть зомби, сгнивший и мертвый. И то разложение начинается с шекеля и женщин. Это если об мужчинах говорит. У женщин гниль по-другому устраивается. Тут закручена игра такая, что миллионами идет продукция скотобойни, и раненые, убитые, сошедшие с ума жители ада. Это ад, и вы в нем живете, даже не подозревая, где вы находитесь. И уйти отсюда вы не хотите. Вы хотите лежать сгнившими в каке, но на экранах держать девушек под пальмами. Вам дадут такую возможность похвастаться. Картинка банана вам дает счастье, но реальность она настигнет все равно. Вы увидите реальность, вы ее почувствуете непременно, рано или поздно. Weiter oder morgen, как говорил тот офицер из фильма «Иди и смотри». Вы не только и идти не хотите, вы и смотреть не можете. Нет чем. Глаз-то нету. Ослепили обрезанием, наркотой, ядами, а вы поверили Гитлеру, что вы его победили. Вот змей он такой, он же хитрый, он же лжец и обманщик, а вы и разинули рты, мол, парад победы и все такое. Так и что значит тот парад, если вокруг зомби шастают и гитлеровцы? Кто кого победил-то? Если из вас ни одного, который бы Берлин взял самостоятельно. Змей вам не только парад устроил, это же не трудно, тем более, что это за парад, что за смысл, вы-то не знаете. Вам по телевизору чего-то объяснили, значит, и все. А в реальности это гитлеровские войска и шагают. Вон флаг Роа висит, а Роа это то же самое, что Ра в иврите. А Ра это безголовость, зло и безумие. Тот же Кака. Так где вы живете-то, славные солдаты армии мертвецов вермахта? А я отвечу, вы лежите в могиле и гниете. Одни быстрее, другие распадаетесь на атомы медленнее, вот и все. И самое интересное, что после того, как распадаетесь, то уже не будет чему в сервер-то попасть. Вечной жизни не будет. Растворится ваш дух в говне этом, и все. На сервер попасть нужно логин помнить, цельной программой быть, а вы-то что тут? Из карантина заразу в сервера не пускают, учтите, хотя какая вам разница? Вон в фильме «Аватар» показывали механику ту всю. Там ведь связь должна была быть между телом и разумом, который лежал как инвалид. Это «Аватар» на сервере. С теми двумя «к» можно также это выговорить как «ту-к» или «тук». По-другому это «ток» на русском. На литовском это «твок», «бей». Током ведь и бьет, не так ли? Наоборот, кот. Тот, который по цепи кругом туда-сюда, да? Ток я, по-моему, уже говорил, что в иврите это середина, центр, обман, мошенничество. Гнет, сжимание, удушье. Электрический ток, сами подумайте, что это.
И английское talk тут тоже. Кстати, разговор, беседа, болтовня. Нет тока, не будет и тока, как говорится, болтовни. Тальков это тем самым и про разговор, да, беседу. Ток можно перевести и как в к, и также к, что опять же замыкает круг на каку. В итальянском 2к это дука, это князь по-ихнему. Ну а нашего хозяина и называют князем мира сего. Какой мира сего, злом и безумием мира сего? Какой называют, в принципе. Не князь, а кака. Кстати, тот дука, я, по-моему, уже об этом говорил, указывает и на то понятие дуче, на Муссолини, на утку и на самое главное, на дух. Князь мира сего, он заведует духами, то есть программами зла и безумия, что нам названы бесами, демонами и другой нечистью. И как раз мы теперь можем это увидеть, как оно действует на бандерлогов, особенно молодых. И бороться с этим нет солдат, погибли все великопобедители, только одолели Гитлера и сгинули в алкашке. Вас враг убедил себя обрезать и детей ваших, вот вас и победили после этого. Как вы будете бороться с князем мира сего, с какой, если вы не имеете возможности понять, что вокруг творится? Вот как побеждают. Побеждают без мечей и сабель, без револьверов, без танков и автоматов, дурью и обрезанием, превращая в жидов массово, в дураков, враг, и разлагая труп еще при жизни. Английское слово cake, пирог, это тоже кака по сути. Каке, два к по-разному выговорены. Само понятие дает значение, что все эти праздные пироги это зло, безумство и дурь. Все это ведь на сахаре замешано, а сахар это и есть то, что сжигает ваш мозг. Это яблоко по сути, диуретик. Также 2к есть и слово дека, что в греческом означает 10. Декалог и так далее. Кстати, любопытное слово декалог, но об этом в будущем далеком. В английском это дека, 10, это ten, что на русском дает понятие тени. Тьма в тени бывает, шеоль это тени, там живут тени. Антенна это понятие из тени. Душа есть антенна, и она вытаскивает из тени, то есть из каки, из зла, безумия и дури. В зоологии есть тоже изображение каки, это макака. Там в иврите макак это унижение и разложение, ну как бы соответствует английскому decay. А так-то это просто перевести кто кака, тот кто кака. Зло, безумие, дурь. Напомню, что группы крови в аду определяют как раз макакам почему-то. Ну вот, как говорится, автопортрет жителя ада. Можете посмотреть, найти. Такое понятие, как какаду, это обозначает, что ты кака. У нас такая передача по телевизору есть. Дураки не понимают, что птица тут ни при чем. Тут кака при чем. И там только кака в той программе. Но для зомби оно не кака, а добротное развлечение, значит, великоцивилизованное, великокультурное, с жидами в экране. В тему об каке и говне вашем же поголовом будет и то понятие английское пу. Это есть говно. Словно путь русское, это про то же. Это про путь в говне, о чем я и говорю. Путин на то указывает. Кстати, пут это не только английское, но не только срач, не только путь, но и пут на литовском это гнить. Ничего не поделаешь, но путь он связан и с говном. Мы ведь срем по жизненному пути и гнием тоже, все логично. И тем самым это все говорит и об каке. Наш путь он усеян говном и какой во всех смыслах. И все потому, что мы знаем все. Мы самые-самые, мы Гитлера победили, и с нами Бог. Не так ли православнутые рабы египетские? И вот с тем пу английским мы без того, что на Путина это указывает, еще можно вспомнить плутоний некий, который вас уверяет, что делают из урана вроде.
А уран-то только в дурляндиях разных добывают. Про плутоний тоже уже немного говорил. Это указка на жида, на плута. Жидовский ум, если на английском посмотреть. Оно не рождается, оно производится. Имейте это в виду. Из урана, о чем будет видео. Тоже в будущем далеком. И, по-моему, как раз теперь вовсю идет процесс производства этого плутония, так как жулики, воры и мошенники кишат тут вокруг. А где плутоний, там бахнет ядеркой. Иначе не может быть. Это физика, египтяне больные. Нужна только критическая масса. И, по-моему, как раз в 90-х и бахнуло. Или как думаете, что тут все разнесло в щепки и на атомы, растворили заводы, пароходы и даже землю выжгли? Это мы. Это наш подход, жидовский. Хапнуть, пожрать, посрать, поиздеваться, а потом хоть потоп. И тут с тем плутонием оно как раз символы есть, его и есть пу, что и есть говно. Если вы стали плутонием, то у вас все в говне и будет. И от этого можно избавиться, если произошел ядерный взрыв у Бандерлога, и там появился свет, который покажет все говно и яды. Что такое нуклеар, то английское понятие, уже говорил, если упростить, это новая ясность. Это апокалипсис случился с дураком, и он чего-то да увидел. Точнее, ему сказали и подсказали, но он уже не мотает голову и не говорит: «Не верю я этому Эзеру». Что-то он тут говорит такое вообще. Противоположный телевизор. Это ненормально. И продолжая мысль, заходим уже в английское понятие poor. Это нам переводят как бедный, скудный, ничтожный, незавидный, малоимущий. Это употребляют в смысле материального богатства, но это не так. Тут видим говно и букву R, то есть голову. Дословно это и есть какоголовый или не имеющий головы, слабоумный. То бишь дебил, можно сказать по-научному, или олигофрен, еще более непонятнее. Плутониево-головый в иврите это состояние называется ра, и кака, можно сказать уже на греческом. Насрата голова. Это, могу вас уверить, есть нормальное состояние дел в дурдоме. Вам насрали в головы и продолжают заливать туда говно разными вашими разностями. Тарсунов, Пашлабановы и же с ними Фурцевы со Спицынами. Это жиды. Либо это автоматика германская. Главное, чтобы обрезать так, как надо, и чтобы вы говна не видели и были рады за то говно, которое получаете в какоприемнике. Это же формально ваше говно-то. Родное, добротное, русское. Но сами понимаете, что говно израильское, русское или американское, оно имеет тот же цвет, запах и питательные вещества по сути. Особенно теперь, когда травят одним и тем же по сути. Тот пор, можно по-другому сказать, какар. У нас есть некий астроном Какарас, говноголовый. Астрономы это типичные какоголовые, они занимаются сами не понимая чем и зачем, срут в головы жидким потоком. Но за шекель, конечно. И тот парень в фильме «Апокалипта» на вершине пирамиды, что олицетворял обман, и кричал чего-то про загнивание, про каку. И оно и есть кака. Цивилизация майя. Это цивилизация иллюзии. Это наша цивилизация. Тот фильм надо смотреть как документалку. Нападение германское было показано. Напали утром на спящую деревню и угнали в рабство. Вон план Барбаросс. Про начало войны есть видео. Это случается с каждым здесь. В молодости на каждого нападают и угоняют в рабство. Безумие и психические расстройства. И потом надо долго отбиваться и брать штурмом Берлин, если хотите восстать из мертвых. Из жидов, из дураков. Вылечить рак мозга и загнивание живьем. И, наверное, буду закругляться неким всем знакомым понятием, сути которой никто до сих пор не смог раскрыть и понять тем более. Сами же понимаете, что можете вы понять, если мозгов нет. Вы можете только ретранслировать то, чего в телевизоре показали. Неважно в какой форме. Соловьев ли, Черниговская, Спицын ли, Пашлабанов. Главное, чтобы экранное чудище чего-то такого сказануло, что вашей какоголове забурлило и забулькало. От этого от шекеля избавляться легче бывает. Дали, как говорится, нокаут, и пока вы в отключке, у вас забирают шекели, шарят по карманам. А если не забирают, то тоже неплохо. Говно-то доставили в какоприемник.
а будут говорить о РККА. Рабоче-крестьянская Красная Армия в переводе. А так-то РККА. Ну, что такое рабочие, крестьяне и красные, уже поди кто даже и знает, то есть запомнил. Сегодня еще армию немного разберу, но самое главное это сокращение. Оно много тоже объясняет, и даже, я скажу, глубже и детальнее. Как тот ФРС, что на поверку есть голова змея. А у вас это какая-то непонятная федеральная резервная система, не пойми чего, не пойми кого и не пойми где. Какие такие резервы и чего? Бумажек или записей в экранах? Вот в гитлеровской Германии была резервная армия, которой командовал некто фельдмаршал Фром. Вот это, возможно, и есть те резервы, на которых дураков-зомби делают для войны против человечества и против себя и своих детей. Так вот, видим тут же R, а потом идет кака. Это какар, где R буква впереди. По сути, это то же самое пор. Бедный, бедность, малоимущий, какоголовый, слабоголовый. Можно, читая как рекака, получить понятие в каку, в говно, зло, безумие, дурь. Заменяя кака на зло в иврите, ра, получаем понятие рера. Это и латынь, но тут главное через замену ре на ту, английское, слышим Тора. Торой называют Ветхий Завет, точнее Пятикнижие Моисея. По-другому Тора это сейчас в греческом, и также я это перевожу как свет или огонь. Тора есть огонь, по сути. Новый Завет это вода, одно другое гасит и не дает преобладать, так как можно погибнуть, сгореть или потонуть. У нас то же самое происходит в нашем аквариуме. Солнце выжигает воду, вода охлаждает землю. У нас в мозгах то же самое. Когда убирают ваши друзья-жиды воду у вас, вы лишаетесь охладителя и начинаете гореть. В мозгах настает стадия пустыни. Кора мозга лопается, прерываются связи, горят схемы, цепи. Это рассеянный склероз появляется. Шрамы. И привет, родной зомби! Вот что есть яблоко, и не только химическое, но и информационное. Заменяя то ту на ду, слышим и слово дура. Тора есть дура. Огонь есть дура. Оно сжирает все на пути, как и дурак, он убивает и громит все на своем пути, не разбирая, что есть добро и что есть зло. Дефектный, сломанный робот – это дело рук змея. Отсюда и такое состояние дурки, так как тут дураки потомственные и больные со стажем. То и дела устроены соответственно. Тюрьма, психушка и концлагерь, смерть, как и подобает. С той дурой, я помню, это этюд Райкина в фильме «Люди и манекены». Там надо было произвести насосы, а завод не делал насосы. И Райкин, чтобы как-то выиграть время, запустил дурочку. Запустить дурочку. Запустить дуру. Запустить Тору. Дури безумия, когда запускаете, то это как огонь все сожрет, если воды не будет охладительной. А у нас запустили Тору, капитализм запустили, Запад и свободный рынок – это есть огонь. Запад – это зажигание ада, переводится, змей – это зажигатель, шекель – это тоже поджигатель, переводится, семит – это испускатель огня, эфир – это огонь, жиды – это бензин, также переводится, juice. И осушение. Ну как, нравится жариться рыбкам на сковороде? Ой, как нравится, все такие великие, красивые, и татуированные, и там, значит, в одеждах блестящих, и Гитлера победили, оказывается. Вон даже парад победы показали по телевизору очередной раз. Но почему-то в лагерях смерти проживают и геноцидом уничтожаются самые великие. Мне это не похоже на победу, скорее наоборот. Поражение и падение в обезьяну и болезнь уманскую, юдаистическую и арабскую. Варваров. Вот это и есть фал. Барбаросса. Напомню, что Дева Мария это по-другому дура-матерь. Тора-матерь. Кака-матерь. Отсюда понятие земля Марии. Это земля безумства, дури и матриархата оголтелого.
Огонь и женщина — это как бы оно. Земля тоже есть огонь. Воздух и вода не охлаждают. Мужчина должен охлаждать, но, как говорится, не осталось охладителя. Все превратилось в бензин, в соки, в джуз. Джуз. Дура-матер Тора должна родить Иисуса. Разум, смысл, суть и здоровье. Роды весьма тяжелые в дурдоме, не дается, кровоточит, кровь идет, а не рождается. Много дураков читают ту Тору, а разум не рождается. Обрезанный. И в Торе ведь и действует Иисус, там он описан. Новый Завет просто его выделил, обособил, родил как бы. Но вот роды тут произошли, Иисус появился, значит, в Библии, но в дурдоме это пока не наблюдается. Распять распяли, а вот что потом уже не понимают. Зомби же ж, куда им понять-то неработающими мозгами в Иерусалиме? Рожденная революцией, милиция не рождается, милиционер. Убили его, а новый не рождается. Мент, разум и человечность. Зверье не дает родиться, убивает всех младенцев по приказу Ирода. А то, сами понимаете, никакого кайфа не будет, если мент вернется в дурдом. В Торе все и запутано. Как и следует из названия дура, она же все перепутает, на то и дура. Специально для дураков, чтобы не поняли. В фильме «Бульварное чтиво» показали, как это делается. Рассказ разбивается на части, и части перемешиваются. Месс делаются, да? Суматоха, беспорядок, анархия. Отсюда Мессия. Тарантино, да? Так и с книгой можно сделать. Это называется рандомизация. А само слово random, оно весьма показательно. Бежать домой или бегущий человек, рабочий. Нужен рабочий человек, чтобы это читать и понимать. Гласные нужны в том тексте без гласных. Там им понаставили гласных, но, как говорится, все не так и все не то. И, кстати, то слово сейчас, now, Тора на греческом, это и указывает, что то, что описано в Торе, есть реальность. Состояние в каке, в зле, в безумии и в дуре. Если хотите узнать о реальности чего-то без очков виртуальной реальности, то есть снять их, почитайте Тору. Там все описано, как оно есть и как оно работает на самом деле. Всегда. Это сценарий нашей жизни. Описана игра в дурака, где дурак не понимает, что он играет и во что. РКК — это состояние. Сами понимаете, какое и что могло служить в этой армии. Это про реальность, про узнавание реальности. Это красная пилюля. И главным над РКК может быть только Бог. Его в Торе там и называют начальником или повелителем войска. Примечательно, что РККА исчезла с 1939 года. Как раз с начала войны не стало РКК. Не стало рабочей крестьянской Красной армии, а появилась какая-то другая армия. Хотя вроде состав-то не изменялся, хотя там кого-то, говорят, отстреляли. Это о победе вашей речь идет. Смотрите, что появляется и какое после тех ваших побед, и что за дела такие, что надо каких-то маршалов стрелять. Это куда занесло тех маршалов, в какие дебри и в какие армии? После победы якобы 1945 года вместо комиссариатов появились министерства. Вместо ВКПБ появилась КПСС. Вместо РККА появилась Красная армия. А с 1946, аккурат после победы, это стало Советской армией. Красная тоже куда-то пропала. Это кто же кого победил? Вон в той самой Великобритании, там как был Royal Navy, так он до сих пор и остается Royal Navy. Это значит, что его никто не победил. А тут видите свистопляска какая у вас, у самых великих и самых разумных гамадрил в джунглях. В красных мундирах нам показывают армию Великобритании. Красная армия на показ, самое что ни на есть красная. И от тайги до британских морей Красная армия всех сильней.
О какой армии пелась песня? Причем тут СССР и британские моря? То такое название, то сякое, то ГПУ, то АГПУ, то другая срань. Как думаете, кто может такую суматоху и беспорядок устраивать постоянно? Не змей ли алкашный? Алкашность — это же национальная традиция у самых культурных. Кстати, у нас тоже самое. Это национальная традиция — обрезанность. Кому-то на руку ведь шекелем помазано. И никаких тебе революций. Споили, усыпили, убили и закопали. А они прытки по работам бегают, гавах производят и на митинг еще собираются. Да власть свергать намереваются. Зомби обрезанный, да. Главное, чтобы эти намерения исполнялись не быстро. Одно поколение дураков вымерло. Другому начинают рассказывать про революцию. То вымерло. Третьему ту же песенку заводят знатоки ваши козломордые. И книжки пишут, и все по-другому, и все больше деталей появляется. Чем дальше события, тем больше деталей и подробностей. На дурака, то есть на вас. И беды-веды да буквицы сами, что ни на есть истины для вас любимых. Вон ведь как дураков-то любят, сколько дури для избранного народа. Только бы ходили в дураках и шекель несли кому надо за счет своего здоровья, жизни и детей. С тем РКК еще можно это читать и как РКК. Эрке на литовском это клещ. Я это перевожу либо клещ здесь, либо раздавить клеща. Эрк это в принципе то же самое, как и вер, лер, крокре в голове. Бывают жуки разные в голове заводятся. Вон даже фильм про это снят. «Звездный десант». Возможно читать и как рекка. Ты неси меня, река, за крутые берега. Ну и пара слов об армии. Я, по-моему, об этом говорил, но все же напомню. На английском это army, но можно произнести правильно army. И получаем «голова моя, враг мой». Есть даже такой фильм «Враг мой». Все эти армии это про голову и врагов в голове. Внутренних врагов, духовных, ментальных врагов. Дьявол, он инсталирует разные яды, разные вирусы, которые начинают разрушать вашу оперативку, заполняют ядом, как у змея. И тот змей в форме зомби начинает жалить вокруг тем ядом. У него появляются враги некие, телевизорные, украинцы там разные, кацапы и так далее. Все это ведь отравлено, все это яды, все это результат удаления программы Иисуса СССРовича. Это разложение. Райской дружбы народов и любви не стало. Пошла деинсталляция. Советская армия воюет с советами. На русском это армия, в принципе, то же самое, что и армай, только вместо английского май есть мия, итальянский, латинский. Заменяя май на мы, тоже интересно получаем значение враг мы, голова мы. Вместо мы, используя немецкий мир, получаем и армир, наоборот, рим-ра. Армия это про Рим, конечно же. В армии можно мир посмотреть, как говорится. Также это можно читать и через английское arm, рука. Армия это как рука, берет чего-то и делает. Я рука можно перевести. Вместо руки arm, используя иврит, яд, то получаем ядья. А ядья, читая как ядия, получаем и значение «я Бог, я через». Ну, понятие «я Бог», он присущ неким агентам дьявола, которые себя богоизбранными называют. И иудеи по-другому, это тоже «ты Бог». Так что армия, она не та, которая вам марширует на парадах ваших. Нет, это показушная армия, маскировочная, потешная. Это некая школа для мужчин и не более того. А реальные и настоящие армии вам невидимы. Они замаскированы, как компании, как общество, как секты, как организации, как, значит, масс-медиа. Все, что работает с ядами, химическими и информационными, это и есть армии вермахта.
дьявола. Других армий тут нет на виду, кроме как армия Адама, но она в подполье. Напомню, что слово company это не только вам привычная какая-то компания, но и рота в английском. А рота уже в латинском это круг. Дури. С нами всегда воюют, идет война. Все компании это военные соединения. По численности рабов и сотрудников я это определяю как дивизии, полки, корпуса армии. Например, Coca-Cola это номинально 65 тысяч рабов. Это армия, но по другим подсчетам это где-то 700 тысяч рабов. А это уже фронт. Фронт ядов против нас, которого дураки слепые не видят в упор. Нет того, кто бы вам клещи из мозгов повытаскивал раскаленными клещами. Вот и не видите. Когда пропадает на территории государства, что подразумевает собой порядок и закон, в том числе в первую очередь 10 заповедей, на место государства появляется нечто, что есть противоположное государству, закону и порядку. Государство своей целью имеет очень простую задачу – обеспечить жизнь на территории, организовать жизнь. А вот то противоположное государству, хотя она носит маску государства и говорит похожие слова, она может быть только одно – смерть. И эта организация уже своей целью имеет организовать не жизнь, а смерть. Это и есть по сути концлагерь смерти, Шеоль, но под красивыми вывесками и лозунгами. Но тут смотри, Кутузов, не перепутай. По плодам узнаете их. Те, которые идут в фильме «Иди и смотри». А плоды и результаты как раз и есть смерть, болезни и все такое. И самое главное, ведь ваше чудо чудесное есть свободный рынок. Отметая всю чепуху и ложь о таком явлении, которого в природе нет, но в которое верят мохнатые бандерлоги и гамадрилы с макаками разных народностей, в сухом остатке мы имеем как раз хаос и беспорядок, возведенный в ранг закона и конституции. И оно у вас действует похлеще, чем демократия и свободные выборы. Что тоже, кстати, из разряда фантомов. Попробуй чего такого сказануть об надобности словить всех жуликов да отправить в места не столь отдаленные для длительного перевоспитания. Сразу раздается визг. Это же костяк свободного рынка. Право свободно обманывать, грабить, убивать, калечить, травить. Как тут без этого выжить-то? Это невозможно. И вас ведь убедили в этом. И ведь оно вам в такой организации концлагере смерти все вывихнуто наоборот. Черное это белое, зло это добро и так далее. Ложь убивает, и притом в массовом порядке. Но об этом не знают только бандерлоги, оказывается. А вот удав К, он прекрасно это знает. Удав наоборот это в аду, с чем и поздравляю. А вместе это произносится удавка. Вот сами бандерлоги и удавитесь от великих побед и великих бед и вет. И вот в таком положении свободного рынка ада идет массовое производство производительных сил ада, то есть зомби и жидов. Это идет расчеловечивание, удаление программы Божьего Сына, христианства, где остается в оперативке грабь, обманывай, убивай, забивай. А это и есть зверь. Вы звери, и ваши дети будут звери. Я это отчетливо вижу. Расчеловеченное существо – это звери-демоны или животные. У его мозгов нет. Они отключены. Вместо мозгов нижние мозги со всеми прелестями, что вы видите на экранах. Там же из мозговой деятельности осталось пожрать, повыть и потрахаться, да пялиться на голые жопы. Остаться человеком в аду и притом выжить есть неимоверно трудно, это приравнивается к Богу. Богу тоже трудно с таким вот бороться. Он для этого и отдал ад в распоряжение дьявола. У того арсенал лечебных мероприятий побольше и поэффективнее. И схлестнуться зомби с вурдалаками. Славная будет битва. Армагеддоном называется. И помните, главное оружие против каки и зла есть ангел, что дословно высиратель, осенизатор, какоудалитель. Это может быть и пурген, и мышцы живота, и советские книги, и декреты. А декрет сами знаете, кто издавал и когда. Стали, завелись и пошли. Маршал Сталин. Дорогой друг, запомни,
На свете ничего не меняется до тех пор, пока кто-то не начинает менять. И других способов что-либо изменить просто не существует. А ты все сгладил, всех успокоил своей липой.